Хотите узнать, как правильно и эффективно приобретать знания? Как стать мастером, экспертом, профессионалом своего дела, который выполняет его почти идеально? Сегодня я расскажу вам 5 уровней высокоэффективного приобретения знаний по мусульманской системе Монатыка. Эта система важна для жизни каждого студента. Неважно, что вы изучаете. Если вы изучаете исламские науки, или вы изучаете химию, физику, психологию, программирование, неважно. Эта система сэкономит вам тонны времени. Дают. Я не знал, что в каждом учебном заведении есть своя система, по которой они преподают. Но далеко не всегда эта система идеальна. Или хотя бы просто нормальная. А вы учитесь там 3, 4, 5, 8, 11, 15 лет. И если эта система не нормальная, то вы только представьте себе, 15 лет вашей жизни потрачено на систему обучения, которая не так эффективна, как она могла быть. И вы 15 лет проходили то, что можно было пройти за 7-8 лет. И быть может, вы проходили то, что никогда не понадобится в своей жизни. И вы даже не применяете это в своей жизни, а может быть просто забыли. И так я продолжал учиться как-то, пока я не встретил книгу одного мусульманского ученого, написанную в 1500-х годах. Это книга по логике, с комментарием другого ученого, написанную в 1700-х годах, в которой написаны уровни приобретения знаний. И после того, как я открыл для себя эту систему, мои знания и метод их приобретения и понимание, как надо учиться, поднялось на высший уровень. Наверное, вы знаете о книге Джоша Кауфмана «Как научиться чему угодно за 20 часов» или Малькольма Гладуэлла «Гении и аутсайдеры» и о теории 10 тысяч часов. В этих теориях за основу они берут время, а это не совсем точно отражает реальность. К примеру, как я уже говорил, кто-то учится 15 лет, а кто-то и 20 тысяч часов, но он так и не становится специалистом. А в той системе, о которой я вам расскажу, за основу берутся навыки, которые вы должны приобрести, вне зависимости от времени. Джош Кауфман не разбирает, как стать профессионалом. Он разбирает только первый уровень. Но хотя и он, и Малькольм Гладуэлл, они оба ссылаются на теорию 10 тысяч часов, которую предложил психолог Андерс Эриксон в 90-е годы прошлого века. А систему Монатыка я беру из книги 1700-х годов. Плюс я дополнил эту систему тем, что говорят современные исламские ученые, и моим студенческим опытом. И хотя эта система не была в топе бестселлеров, она правдивая, настоящая, отражает реальность и лучшая из тех, что я встречал. А теперь я поделюсь с вами тем, что я нашел в этой книге. Я буду приводить по 2 примера, чтобы было понятно всем. Один из науки фикх, исламское право, а второй из русского языка. Первый уровень мубтади, начинающий. У него нет никакого представления об этой науке, об этом деле, об этом искусстве. Что бы это ни было, акида, фикх, медицина, физика, рисование, психология, бизнес. А теперь пример из науки фикх. В фикхе есть такая глава, которая называется Бабуль Хазри валь Ибаха. И если человек начинающий, то он не понял только что, о чем я сказал. Если я спрошу вас, что такое Бабуль Хазри валь Ибаха, и вы не имеете никакого представления, о чем я говорю, то в науке фикх исламского права вы начинающий уровень. Пример из русского языка, думаю, он будет более понятнее для многих. Если я спрошу вас, какая буква пропущена в слове «жизнь», и вы понятия не имеете, какая буква тут пропущена, то в русском языке вы начинающий уровень. Второй уровень – мутавассит, средний. У него есть представление, но нет доказательств. Он может привести пример, сказать, что нужно делать именно так, но почему – он не знает. Пример из фикха. Вы можете сказать, что такое Бабуль Хазри валь Ибаха, о чем говорится в этой главе, привести какой-нибудь пример, мас'алю, кейс. Например, вы можете сказать, в этой главе приходит хукм тавассудуль харир ля ба'са бихи. И если я спрошу вас, почему? В чем причина? И ваш ответ будет, я не знаю почему, но будет именно так, то вы средний уровень. Пример из русского языка. Вы понимаете, что в слове «жизнь» пропущена именно буква «и». Но если я спрошу вас, почему? В чем причина? И вы не знаете ответа, то вы средний уровень. Третий уровень – мунтагин, высший. У него есть
представление и доказательство. Он говорит, надо делать именно так, потому что то-то и то-то. Пример из фикха. Если я спрошу вас, почему тавассудуль харир ля ба'са бихи, и вы скажете, Абу Ханифа, рахимахуллах, сказал, что в этом будет истихфаф бихи, и его коуль выбрали насафи и содрус шария, и это муфта бихи, то вы высший уровень. Пример из русского языка. После того, как я спросил вас, почему в слове «жизнь» пропущена буква «и», а не какая-то другая, вы мне скажете, что есть правило «жи, ши, пиши» с буквой «и», то вы высший уровень. Только не думайте, что вы высший уровень из-за того, что вы знаете правила, которые знает любой первоклашка. Это просто пример для того, чтобы было понятнее, о чем я говорю. 4 уровень. Мутахассис. Специализация. У него есть представления, доказательства и опровержения, и разногласия, и мнения других специалистов. Он может защитить свою точку зрения доказательствами и опровергнуть чужую точку зрения доказательствами. Пример из фикха. Если я спрошу вас, а что еще говорят о хукме тавассудуль харир другие? И вы скажете, сахибейн говорят так-то, маликиты, ханбалиты, шафииты так-то, и докажете, что ваша точка зрения более правильная, то вы специалист. Пример из русского языка. Если я спрошу вас, а что другие говорят насчет правила «жиши, пиши» с буквой «и», и вы скажете, есть исключения из этого правила, например, фамилии Жилкин, Шилов и другие, и вы можете объяснить, как появились эти исключения, то вы специалист, эксперт в русском языке. 5 уровень маляка. Способность решать новые вопросы. У него есть представления, доказательства, мнение других специалистов, опровержения, разногласия и способность принимать новые решения в тех вопросах, которые он никогда не встречал в жизни ранее, ни у своих учителей, ни в книгах. Пример из науки фикх. Вы разбираете биткоин. Дозволено это в исламе или запретно? Пример из русского языка. Вы записываете новое слово «гуглить» как новый глагол в словарь неологизмов. Итак, еще раз коротко. В этой системе не важно, что вы учились в школе 11 лет, плюс закончили 4 года универа. Не важно, у вас 1 диплом или 3 диплома. Не важно, вы магистр или доктор или профессор. Не важно, вы отучились 10 тысяч часов или 20 тысяч часов. Здесь важно, чтобы вы переходили с уровня на уровень и приобретали навыки каждого уровня. Коротко. Начинающий уровень 0. У него нет никакого представления. Средний уровень. Вы проходите базовые книги, у вас появляется представление. Высший уровень. Вы добавляете доказательства. Специализация. Вы добавляете опровержения, разногласия и мнения других специалистов. Последний уровень. Вы приобретаете способность решать новые вопросы, которых вы никогда не встречали в жизни ранее, ни у своих учителей, ни в книгах. Это и есть все 5 уровней высокоэффективного приобретения знаний по мусульманской системе Монатыка. Можете скачать инфографику в описании. Спасибо всем, что посмотрели это видео. Надеюсь, вы извлекли хотя бы капельку пользы. В последующем я расскажу, как правильно применять эту систему в жизни. Не забывайте меня в своих дуа, скажите «Маша Аллах», чтобы не сглазить, и я жду вас в следующей серии.